Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый рукодельный влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, и приятного вам просмотра. Несколько дней назад у меня на канале вышла полистушка вот такой книжки «Веселые носки». И когда я ее листала, я обнаружила, что когда-то вложила туда вот такие вот этикетки от пряжи. Ну и еще несколькими днями ранее я начала разбираться в пряже, в творческих всяких материалах, и поняла, что, допустим, какую-то пряжу я знаю, что это, допустим, акрил, но где стопроцентный акрил, где добавление чего-то еще, я начинаю сомневаться, ну и все такое в этом духе. И вот как раз, когда я обнаружила вот эти этикетки, я тоже поняла, что не все могу сопоставить. И недавно я докупала пряжу и решила, что возьму какой-нибудь блокнот. Я взяла вот такой, вот это фикс прайс, когда-то продавались блокноты, там давались то ли штампики, то ли наклейки, в общем. Я их обычно использую для быстрых выкрасок, для всего подобного. И я решила, что, допустим, вот возьму пряжу. Вот недавно покупала вот такую вот New Kids. Светлая фиалка, номер 389, что я вот сниму этикетку, вот так вот ее наклею. Возьму кусочек нитки и тоже сюда приклею. Таким образом, я уже в случае чего буду знать, какую именно пряжу докупать, какого цвета, какой номер, ну и тому подобное. Будет, я так думаю, удобно. Мне кажется, единственное, что я сейчас подумала, как вот эту всю нужную информацию вырезать и вот так сюда вклеить отдельно, или же вот таким вот образом сделать. Я думаю, что вот именно так, потому что в случае чего можно будет легко все это перенести в другой блокнот, потому что, я не знаю, как бы хватит мне его или не хватит. Сейчас-то хватит, конечно. Потому что на старую пряжу у меня только вот эти этикетки сохранились. Ну и как бы новой пряжи я не так много купила. Поэтому я уже взяла скотч. Сейчас приступлю. Так, первый листочек сделала вот так. Я даже крючком связала воздушные петли вот эти вот. Приделала скотчем. Ну и, соответственно, вот так будет воспринимать удобнее. Здесь будет все вот таким вот образом храниться. И будет удобно, можно почитать необходимую информацию, название цвета, номер, ну и сколько обычно там метров, грамм. И, наверное, даже подпишу, где покупала, и цену, для того, чтобы впоследствии было удобнее, как-то ориентироваться, где повыгоднее. Вот я указала магазин Леонардо, цена и дату, когда я приобрела. Хотя приобретала я дешевле, потому что, во-первых, у меня там 5% скидка, и, во-вторых, у меня был сертификат на 500 рублей, моя покупка была на 600, и я заплатила только 100 за все нитки. Вот. Но неважно, я уже указала именно исходную цену, чтобы потом было в случае чего проще действительно ориентироваться. И таким вот образом я хочу сделать абсолютно все странички. Я не знаю, буду ли я с этой стороны что-то прикреплять. Скорее всего, не буду пока, а там посмотрим. Может быть, если потребуется, заведу другой блокнот, пока хватит этого. Да, скорее всего, логичнее именно
ничего не делать на обороте, потому что если я потом захочу, ну, вдруг закончатся нитки, а я захочу сравнить по цвету, то вот так вот будет делать, прикладывать гораздо удобнее. Вот. Сейчас я взяла потемнее нитки, это темная фиалка. То же самое сейчас проделаю со всеми своими покупочками. И, наверное, потом вот надо будет загуглить. Но это вряд ли я уже сделаю сегодня, но в ближайшее время постараюсь загуглить и посмотреть, какая именно пряжа из вот этих вот осталась. Тоже, чтобы было. Ну, в общем, новенькие покупочки я уже тут все сделала. Вот так вот получается. Да, только все это как-то надо еще придумать, чтобы поаккуратнее было. Но суть в том, что вот так вот я сделала. Особенно актуально вот в этом случае, когда нитки такие разноцветные. Ну и даже белую в любом случае. Это тоже пригодится. И сейчас я взяла еще вот предыдущие свои покупочки. Вот. Ну, в закрытом виде все выглядит нормально. И потом, я думаю, когда это полежит, особенно под прессом, я специально положу что-нибудь потяжелее или между там книжками, раскрасками, и будет, в общем, все нормально. Это по первости так. И я думаю, что еще удобно будет, например, пойти в магазин тоже подобрать что-то. Вообще отлично. Вот. В общем, сейчас приступлю вот к этому. Ну что ж, я сделала блокнотик. Вот. Все-таки хочется мне потом все это переделать более аккуратно. И, наверное, я буду вот так вот вырезать и вклеивать. Но это чуть позже. Ну и тут тоже встает вопрос, что с одной стороны вроде как удобно маленький формат, но с другой стороны, если я выберусь куда-то за пряжей, можно взять блокнотик и потолще, ничего страшного. Ладно, в общем, я потом с этим разберусь, пока на первое время хватит. Вот это вот я сейчас тоже сложу куда-нибудь. Не, наверное, знаете, вот это вот старые этикетки я уберу пока в книжку, тут точно не потеряю, и когда у меня будет время, я все загуглю и уже тогда вклею с образцами вот сюда. Ну, эта пряжа пойдет сейчас в ящик, где я ее храню. Также у меня сегодня в плане поубираться в творческом уголке и определиться, что же я буду, с чего начну месяц, что буду вязать, потому что очень хочется повязать, и глаза разбегаются, что именно. Поэтому нужно определиться и уже начать. Сейчас я достаю сверху ткани, отрезы. Вот там вот они у меня хранятся. Буду тот чемодан икеевский освобождать, складывать то, что сейчас не понадобится, например, для лоскутного шитья. Правда, вот это тоже для лоскутного, но я буду использовать, ну, знаете, я даже подумала, что и есть у меня пара идей для лоскутного шитья, но далеко не все мне нужно. Поэтому что-то уберу наверх, а сейчас постепенно освобождаю чемодан, а это буду как раз-таки складывать в шкаф, потому что, ну, это актуально. Вот у меня здесь такая красивая желтенькая ткань есть. Потом вот этот отрез. Вот еще. Но это прям специально, я помню, мама покупала такие. Здесь это из-под чего-то. Тоже и такие кусочки для лоскутного шитья, естественно, имеются. Так, что еще?
Это вот мама покупала. Да, там, я извиняюсь, фотографии лежат. Это просто они выпали из пакета. Я сейчас уберу в пакет, а потом уже переложу в какой-нибудь альбом. Это тоже отдельно покупалось. Ну, короче, как-то так. Продолжаю доставать ткани. Есть вот такая вот красота. Потом вот это еще имеется. Такая розовая, она на деле поярче. Вот эта ткань. Ее, кстати, довольно-таки много. Прям очень много. Вот это. Этой чуть поменьше, судя по всему. Здесь просто всякие там кусочки, остатки. Так, продолжаем перебирать ткани. Это, видимо, из-под чего-то, а это уже вот просто купленные ткани. Тоже красивая. Потом вот такая. Ой, с ромашками, прелесть. Вот еще есть такой отрез. И вот такой. Надо было, конечно, взять с собой штатив в комнату. Ну ладно. Вот такая ткань еще тоже с ромашками. Так, потом вот это есть, мне нравится. Красивый цвет. Очень красивое сочетание вот у этого материала цветовое. Ну, вот это тоже прелесть. Дальше вот эта ткань. Красота. Так, что еще? Вот. Классно. Вот эта ткань. Так, что тут есть еще? Все просто на пол падает. Вот эта ткань очень красивая. Но это просто остатки от платья. Тут вот мама что-то делала, что-то шила. Надо посмотреть, что это. Вот такая ткань, ну вот это более яркая. Как вот я нежную показывала, это более яркая. Это мне, по-моему, как раз когда я шить училась, преподавательница отдавала. Ну, в общем, что-то у нас тоже для танцев было, мне кажется, или у нас, или в другом коллективе, я не помню. Потом есть вот такая ткань красивая. Это, по всей вероятности, какая-то была одежда. Вот это вот. Так, что еще? Ну, это тоже какие-то остатки. Чемодан стал полегче, поэтому я его сняла. В общем, это мне предстоит все в шкаф переложить. Я, честно, очень надеюсь, что все это поместится, потому что, ну, действительно, хотелось бы, когда что-то нужно, не лазить наверх. Так, вот это тоже какой-то новый отрез. Я, наверное, сейчас все буду складывать аккуратненько и потом уже что-то еще вам покажу. Я разобралась с тканями, я перебралась в другую комнату, здесь все аккуратно сложила и сейчас буду переносить в шкаф. Значит, здесь у меня вот те отрезы, которые, ну, в общем, полноценные такие, хотя где-то меньше, где-то больше. Вот, ну и вот можно так уже их посмотреть. Очень красивые. Я даже примерно представляю, что буду из них делать я. Вот этой ткани просто очень много. Вот это красивое. Да нет, ну здесь все красивые.
Вот. Ну, это вот то же самое, да. Вот, посмотрите, какая прелесть. Невероятная красота, конечно. А, тут вот этот, ну-ка, получается, что еще ткань. Такая же вот эта красивая. Вот такую я еще нашла очень классно с веерами. Так, сейчас. Сняла часть, чтобы все не повалилось. С веером красиво, да? Вот это мелкий цветочек. Я в восторге еще вот от этой ткани. И вот эта прелесть. Но это, походу, я что-то не поняла. По-моему, два одинаковых. Их тогда надо сейчас вот тогда как-то рядышком сложить, чтобы понимать, чего у меня больше, чего меньше. Вот. Так что вот это. Так вот. Сейчас все это покажу. Вот. Здесь у меня отрезы, которые поменьше, и всякие там тряпочки, но тут вот красной ткани много. Тут у меня еще для балетной обуви есть ткань, я покупала. Здесь вот то, что мама что-то там, ну, тоже из лоскутного шитья, видимо, что-то либо собиралась сделать, либо тренировалась. Потому что она много чего там делала, вот. Ну, возможно, я подо что-то приспособлю, может быть, какие-то подушки. Ну, правда, единственное, что вот эта расцветка под, ну, то, что я уже сделала ремонт, не совсем подходит. Правда, можно использовать на балкон, но там у меня тоже немножко другие оттенки. Но, например, можно было бы на дачу в Питер, но не совсем уверена. Тут еще джинса, вот, и сейчас покажу. Тут тоже всякие вот у мамы такие штучки, она там пробовала, тренировалась, и у нее, мне еще понравилось, вот она вот это делала, видите, очень даже неплохо. Правда, с виду кажется одно и то же, а я когда сложила, чем-то здесь отличается. Ну ладно, это я потом разберусь. Сейчас у меня в любом случае нет на это время. Я это все сложу. А как-нибудь дойдут руки, я присмотрюсь, что из этого можно сделать. К тому же тут у мамы еще вот здесь какие-то ткани. Тут я всякую мелочь сложила. Вот. А вот это вот, так, это у меня тут тоже ткань. Вот это вот какие-то занавески. Я посмотрела, уже в плохом состоянии, поэтому я сделаю собаке новую подстилку, чехол. Я ему шила две. Одна еще в нормальном, такая теплая, в нормальном состоянии. А вторая подстилка, которую я делала из старой льняной скатерти, он ее порвал, но он в смысле не злонамеренно ее порвал, а иногда вот у нее когти длинные, он задевает, ну, в общем, порвал. Естественно, я ее стирать не буду, сразу на помойку, а эту сошью. Я, правда, те два чехла шила так полноценно, шила, делала эти липучки. Вот я сейчас думаю, потом я решила, что следующее я буду делать без липучек, и, возможно, просто буду ткань оборачивать, но нет, все-таки, наверное, лучше при стирке мне было удобнее в машинку пихать просто ткань, потому что когда полноценный чехол, я на всякий случай, чтобы туда ничего не забивалось, я резиночкой так скрепляю, чтобы, ну, с другой стороны, с собачьими подстилками я ничего мелкое и другое не стираю. Поэтому пусть будет, наверное, чехол.
липучек, правда, буду меньше делать, потому что особо в них никакого нет смысла. Так, и тут вот у меня еще там небольшая стопочка. Там, во-первых, мама, видимо, собиралась какой-то, скорее всего, плед делать. Я тоже потом подумаю, куда это применить. И там 2 кофты. По одной, вот это, видите, такой типа с индийским каким-то принтом. Я ее очень любила. Это мамина кофта, потом я ее носила. Я потом по ней еще делала себе одну кофточку. И, может быть, я еще одну себе на лето сделаю. Почему бы не носить новую? А это будет чисто как выкройка. Не, ну потом я, может быть, выкройку сделаю, а кофту тоже можно на что-то применить такое. Вот, и там второй мамин костюм, я его тоже в свое время носила с огромным удовольствием, и тоже можно ткань куда-то применить. Вот. Ткани я положила на верхнюю полку, конечно, вот в 2 ряда получилось. В пакетах это то, что небольшие кусочки ткани, ну и, соответственно, чтобы они не развалились, потому что, как правило, из-за таких кусочков бывает бардак, я их убрала в пакет. Впоследствии я переложу их в другое отделение, но для этого мне нужно кое-чего избавиться. Вот, поэтому пока что все это будет лежать на верхней полке. Дальше сейчас я разбираюсь в ящике. Я здесь уже сложила, правда, на самом деле надо вот здесь протереть. Ну, я сегодня именно планировала только вот эту часть. Здесь я хотя бы так примеряюсь, кое-что выбросила. Вот, здесь у меня лежат крючки и спицы. Здесь вот круговые спицы, старые, вот эти новые, набор крючков. Да, вот этот надо сюда переложить, в этот набор. Тут у меня всякие разные крючки. Это у меня то ли от машинки, то ли от оверлока, не помню. Вот. Здесь у меня еще лежат спицы длинные и такие толстые, которые сюда не поместились. Плюс линейки всякие разные. Вот. Сюда я еще сейчас положу линейки, лекала. Вот, и тому подобное. Тут у меня швейная машинка. Вот такая вот. Ну, она на батарейках, и, по-моему, от нее еще, ну, она может работать, мне кажется, от сети. Да, здесь есть разъем. Ну, просто так купили, на самом деле. Тут у меня, ну, вот эта штуковина, короче, там, когда что-то обтягивать, ну, вы понимаете, такой этот степлер. Здесь у меня лежат всякие разные приспособы. Ну, там булавки, всякая мелочевка. Сейчас пока я все это сюда положила, а потом уже буду более подробно разбираться. Я еще скачала там одно приложение. Вот здесь у меня нитки, ну, это так, пока что лежат. В этой коробочке я еще не решила, что будет, пока вот пороть вот эти штучки, швы. Как они называются, я забыла, извиняюсь, у меня тут анемия началась, мозги вообще не варят. Так, это я пока не решила, куда положу. Сейчас вот здесь вот буду разбираться. Ну, как-то так, короче. Я определилась с салфеткой. Это будет салфетка такая, ну, серединка похожая на желтую, по тому же принципу вяжется, а по краям будут сердечки. Взяла у того же самого блогера, блог де кроше.
Но я выбрала не новые нитки, выбрала старые нитки, которые у меня уже были вот давно. Я так понимаю, что, судя по всему, похоже, что это может быть хлопок, что-то такое. Мне вязать ими непривычно. Вот, конечно же, акрил более удобный для вязания, но как бы надо из этих поучиться. Если, ну, я просто хочу посмотреть, какого размера получится салфетка, и просто попрактиковаться именно вот этими нитками вязать, а там посмотрим. Если получится, то я ее, скорее всего, кому-нибудь подарю, потому что я сама красный цвет не люблю. Ну, а дальше уже буду вязать из новых ниток, наверное. Посмотрим. Как-то так. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 7 рыжая 3 8. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных вязальных вечеров. До скорой встречи, пока-пока.